Добрый день, дорогие друзья. Добрый день из Кишинева. Я нахожусь в центре и, пользуясь случаем, хочу вам показать. Я нахожусь на улице Ленина, перекресток с Бендерской, бывшей. Сейчас это Тегина. И сюда я приехал на встречу с Павлом Андреевичем. Знаете Пашу, художника? Кто-то назвал его эстетом и интеллигентом по одному из роликов, который вы смотрели из Васиен или по дороге в Кишинев, заезд. И я вот нахожусь в легендарном месте. Я вот когда сюда ехал в троллейбусе, так давно все было нормально, что я сидел и вспоминал с сомнениями, где же был золотой початок. Сейчас я поверну камеру, и вашему взору предстанет наш любимый Кишинев. Вот остановка, улица Бендерская, они сейчас называют ее остановкой Измайловской. С левой стороны от нас, вот сейчас по фронту, бывший переговорный пункт. Сейчас это Молтелеком и Уните. Уните один из трех операторов. Телеком у нас главный доставщик интернета, но это не важно. Мы находимся на бывшей улице Ленина. Сейчас это Штефан Чалмари называется. Пересечение с улицей Бендерской. Вот прямо там по диагонали, видите, где аптека Ориент. Раньше был наш золотой початок. Да, блин, вот совсем недавно все было нормально. Я сейчас сидел, ехал и думал, блин, когда-то я по Бендерской поднимался на автобусе всего-навсего 45 лет назад. Мне было 9 лет, и ехал к бабушке вот в южном направлении с этой автостанции, которая внизу была же тогда одна автостанция центральная. Вот мы садились, и я ехал на каникулы с родителями там, или сам уже потом к бабушке. И когда я был маленьким, 7, 8, 9 лет, меня водили сюда родители, вот золотой початок. Я как сейчас помню, в золотом початке этот вот бульон, тогда замы не называли так вот распространенно, называли бульоном. Он был в таких чашках, он был очень горячий, такой вот жирноватый, и вот этот вот жир придавал особую какую-то горячесть ему. Как сейчас помню, мы сидели у окна с родителями. Вот раньше было модно выходить с семьей, с детьми куда-то в кафе, погулять, в парк. Мы ходили в парк, сидели в парке. А вот это вот переговорный пункт. Ой, сколько он видел. Я сам сюда ходил, ну, буквально сколько это? Так, 30 лет, не, больше. 33-34 года назад я ходил сюда, заказывал переговоры со своей любимой. Она жила в Черновцах. И когда были каникулы у нас в институте, я бегал сюда. Я не помню, сколько копеек стоило, но очень, очень мало. Немного совсем копеек эти переговоры. Как мы с трепетом сидели на лавочках и ожидали вот этого из громкоговорителя, там, допустим, Черновцы, кабина 5, к примеру. Заходишь, все кабины были унифицированы, в каждом городе одинаковые кабинки. Так было прикольно. Вот сам вот этот процесс ожидания, предвкушения, общения с кем-то, как мы получали письма. Сейчас вот, пользуясь случаем, пока Павла Андреевича нету, я обойду, наверное, этот перекресток вот так вот по периметру против часовой стрелки, и вы посмотрите почти онлайн, почти онлайн. Вот видите, как они безграмотно встали вот на перекрестке, потому что сейчас красные у них, и они не могут двигаться. И люди идут, видите, что они вытворяют. И закрыли движение вот транспорту, который поднимается с Бендерской. Это называется, видите, что творится? Это называется эгоизм и глупость, ограниченность мышления. Вот вход. Простите меня за критику, но я не могу сдержаться, когда я вижу откровенную глупость, тупость. Посмотрите, что творится. Вот он залез вот на этой Тойоте и все остальные. Он видит, что у него уже не помещается затор. Нет, надо встать посреди перекрестка. А у этого хороший сигнал на BMW. Свистун, блин. Так, вот вход. Он уже очень сильно изменился. Вход в бывший переговорный пункт.
Здесь раньше, помню, еще были установлены эти автоматы телефонные, таксофоны, картофоны. И вот здесь, особенно на Бендерской, было штук, не знаю, 8-10. И еще стояли люди с карточками и предлагали вот карточки там, не помню сколько, 1 лей минута стоила. Я уже не помню. Сейчас у всех мобильники, сейчас только у самого ленивого нету мобильника. Вот туда вниз мой любимый центральный базар, то есть вход в него, это целый квартал занимает наш любимый базар. Кстати, я очень люблю базар, потому что я там работал, там свой мир, своя республика, свои какие-то отношения интересные. Все по-другому. О, у нас зеленый. Переходим дорогу, приближаемся к бывшему золотому початку. Наблюдаем кишиневцев, радуемся. Я радуюсь вместе с вами. Да, напомню, что мы сейчас хотим встретиться с Павлом Андреевичем и посетить один из 2 турецких магазинов, называется Истанбул Базар. Он в моле на 4-м этаже. А здесь мне сказали, вот я списался по Фейсбуку, что там вот выше, на Бендерской, напротив Дома офицеров, у них первый магазин, и там есть чай, кофе турецкий, всякие орешки, сладости и так далее и тому подобное. Переходим дорогу в положенном месте на зеленый свет. И вот видите, вот видит, что там затор, не проехать нет, надо встать прямо посреди перекрестка и закрыть движение с Бендерской. Будь то Dacia вшивая, или какой-то джип, или Prius, неважно, на какой машине ты едешь. Знаете, вот многие думают, что если у них хорошая, дорогая машина, не у них, а со стороны, то он какой-то там интеллигент или хорошо воспитан. Совсем не так. Хорошая одежда, дорогой автомобиль ни о чем не говорит. Вообще, абсолютно. О, видите, такая военная цвета Тесла. Я смотрел ролик у Академика. Кто не знает, Костя, канал Академик называется. Он разбомбил, вот в России, в частности, очень неудобно пользоваться Теслой. У нее от заявленного пробега 500 с чем-то километров, в реале 350. И заправляется она очень долго. Это в России, где возле Москвы, там Санкт-Петербург, где развита инфраструктура зарядки. И то там они испытали большие проблемы. То зарядка медленная, то очередь. Короче, туфта полная. Еще не настал век электромобилей. Так, вот это Ленина. Сейчас уже приближается час пик. В городе очень много транспорта, очень много пробок. Но нас это не интересует. Нас интересует сам город, вас. Вот сейчас вот видно хорошо издалека бывший переговорный пункт, откуда мы звонили родным, близким, друзьям и любимым. Вот он, перекресток Ленина Бендерской, знаменитый. Сейчас я зачехлю камеру, позвоню Павлу Андреевичу. Павел Андреевич не отвечает, но он обещал, что пойдет на Армянскую постричься. Говорит, я хочу зайти выпить турецкого чая и кофе подстриженным, красивым. И тогда мы поднимемся сами в ту сторону, по Бендерской, погуляем с вами и посмотрим, что тут у нас, как дела в Кишиневе на Бендерской. Вот у нас такие модные троллейбусы белорусского производства, прямо Формула-1. Еще привезли каких-то пару итальянских, и все радуются, как дети. Но никто не думает, что, во-первых, эти троллейбусы дорогие, куплены за наши деньги. Это раз. Во-вторых, им нужна хорошая техническая... Им нужна техническая база, ремонтная. Потому что даже, вы знаете, Мерседесы, Майбах ломаются, и Роллс-Ройсы есть заводским браком. И все это не унифицировано. Кстати, я вот прочитал этот комментарий на Фейсбуке по поводу транспорта от своего друга Александра Кокули. И он сказал, вот это выдвинул идею насчет технической базы. Это очень грамотно. Я задумался, потому что, будучи в Болгарии,
У них троллейбусы и автобусы одной марки. Solaris. Это польская марка. Solaris. Они унифицированы. То есть и троллейбусы, и автобусы у них получается подвеска, детали, там, короче, все гидравлики, шмавлики, кто разбирается, тот в курсе. У них унифицированные запчасти. И это очень удобно. А вот когда начинают закупать у нас Шкоду, белорусские троллейбусы, итальянские троллейбусы, это ж каждому нужна своя техническая база, отдельные запчасти. И получается полная туфта. Но у нас народ сидит и агитирует: ой, как классно, что у нас транспорт, что вот мы двигаемся в лучшую сторону украшательства. У нас красивый городской транспорт. Фигня все это, я сказал вам и себе, потому что он очень дорогой и неоправданные расходы. Это просто кто-то получает откаты, бабло за это, а остальным пудрят уши, и глаза, и головы. И эти придурки ведутся им и радуются, как малые дети. Ой, у нас красивый итальянский троллейбус. Да ну, если у нас жизнь, если у нас маленькая пенсия, у меня пенсия 75 евро, я 6 лет уже стою в очереди на протезирование своих тазобедренных суставов, и никто даже и не чешется, никто даже мне не позвонил за 6 лет, чтобы спросить, как у вас там здоровье, желаете ли вы поменять поскорее суставы на более хорошие. Вот у нас есть такие, никто. Зато в матюгальнике в троллейбусе сейчас ехал, аж на психику давит. Такой голос диктора, вкрадчивый, такой доверительный. Уважаемые кишиневцы, будем бороться вместе с эпидемией. Вирус никуда не ушел. На 2 языках через каждые 3 минуты. Такой дебилизм, такое психологическое информационное давление. Это просто ужас. Эпидемия. Эпидемия, когда 20% населения заражено и болеет. А у нас 0,00%, и остальные болезни никто не отменял. Вот я отвлекся, ё-моё. Так, мы потихоньку поднимаемся по Бендерской, нашей любимой, и ищем номер 28, кажется, у меня в телефоне, там написано переписка с Фейсбука. Вот, поднимаемся по Бендерской. Скоро нам уже открылся нашему взору наверху справа наш любимый дом офицеров. Помните, я снимал его, у меня на канале есть это видео дома офицеров. И вот в такой, нет, я даже зашел в летний жаркий день, а внутри прохлада, потому что все построено грамотно, все рассчитано. Люди строили для людей, а не ради бизнеса, не ради наживы. И этот дом офицеров очень красивый, внутри такая прохлада, такие колонны, полы, все сделано по уму, широкие лестницы, очень красиво. Вот тоже здание красивое, это, кажется, бывшая фабрика, если я не ошибаюсь. Мы потихоньку приближаемся к Истанбул базару, или как он там называется, я вот не знаю, как точно. И судя по мужчинам в черных футболках, это турецкое заведение. Здравствуйте. Это у вас этот Истанбул базар? Да. Потому что мы списывались, Дима, кажется, на Фейсбуке. У вас один в моле на 4-м? Да. И здесь, да? Да. Вот я пришел, меня пригласили гости. Вот меня гостеприимно встречают здесь. Потом продолжим запись.